Всем здрасте, я Дестер, и походу это теперь будет моя новая рубрика, в которой я буду выражать свое как негодование, так и удовлетворение. Короче говоря, мысли вслух. В сегодняшнем выпуске хочу немного поговорить про свой видос, который набрал неплохие просмотры. Да, для канала в 100 тысяч подписчиков это, конечно, фигня, но мне похер. Дошло до того, что Триша написала о том, чем закончилась эта история с ТикТока. Также я расскажу, что было вырезано с этого видоса, почему оно было вырезано, какими я подвергся трудностями при создании видео и почему я не смог это реализовать. Ну и собственно подведем итог этого конфликта с воровства перевода Gravity от Триша. Приятного просмотра и вкусных хот-догов с квасом. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети, ссылки будут как обычно в описании под этим видео. Те, кто подписан на мой телеграм-канал, в курсе, какими я подвергся трудностями при создании видео. Ну а те, кто не знает, усаживайтесь поудобнее. После того, как закончил монтаж, казалось бы, все смонтировал, добавил небольшие правки по анализу песни Gravity, можно отправлять спокойно на рендер. Но не все бывает идеально, и в 12 часов ночи возникли глюки с рендером. Но я не придал этому значения, списал на то, что моя вафельница заебалась работать с 10 утра. Поэтому отложил рендер на завтра, прямо в день выхода ролика. Но то, что происходило дальше, я потратил все свои нервные клетки. На следующий день, 8 января, я снова начал рендерить, и у меня опять начался глюк рендера. Причем я заметил странную штуку. Он заканчивал рендерить после 70%. Просмотрел, нету никакого глюка. А то ты какого лешего рендера останавливаешь? И я так снова и снова. Ничего, перемонтировал некоторые моменты. И снова возникли глюки. Выбора не оставалось и пришлось вырезать половину ролика. Ну и собственно перенести видос на неопределенный срок. Ведь первоначально он длился 56 минут, и это при том, что там половина ролика посвящено анализу песни Gravity и немного пародии на комментаторов ТикТока. Прошу лицезреть анализ песни Gravity от Стаси Зайцевой. Огромное спасибо, что записала. На ключевой фразе, которая вынесена в название песни Like Gravity, придется остановиться поподробнее, потому что тут и переводчики, и слушатели разбились на два лагеря. Одни с пеной у рта кричат, что нужно обязательно сохранить это слово гравитация, раз оно есть и в оригинале, а другие говорят, что нет, нужно что-то как-то переформулировать. Я отношусь ко вторым. Я считаю, что гравитация здесь в русской версии максимально неуместна. Сейчас объясню почему. Давайте разбираться, что же такое like gravity. Не в смысле, как оно переводится буквально, а в смысле, как его поймет американец, который слушает эту песню. Сам термин gravity из физики – это у нас сила тяжести, сила тяготения, сила земного притяжения. Короче, это физический закон, который, в отличие от, условно говоря, уголовного кодекса или еще каких-то плодов человеческой цивилизации, обойти невозможно. Сила притяжения действует на всех и на все. Мы не можем на нее повлиять. Никак мы не можем ее отменить, в отличие от человеческих законов. Она просто существует, она вечна. Таким образом, эти два слова like gravity это не про физику в буквальном смысле, не про силу тяготения или чего-то еще. Это значит, как физический закон имеется в виду неизбежно, незыблемо. Вот что имеет в виду героиня песни. Она утверждает, что то-то и то-то случится обязательно, непременно, это факт, это точно и так далее. Вспомнила еще одно словечко, очень подходящее. Стопудово. Что? Мы с одной стороны сохраняем ассоциации с тяжестью, с весом, с другой стороны это на тему решительности. Как это звучало бы в контексте? Дождь на вас обрушится. 100 пудов. Вам не избежать трагедии. 100 пудов. И это, конечно, шутка. Потому что 100 пудов мало того, что в ритм не ложится, но оно, в принципе, не подходит по стилистической окраске. И тем не менее, я со своим подходом к переводу, со своими приоритетами, считаю, что даже версия 100 пудов – это и то лучше, чем переводить в тупую, как гравитация. Особенно нелепо получается, когда всю фразу переводят дословно.
что-то типа «дождь обрушится, как гравитация». Ребят, что это за сравнение? Гравитация – это сила, она никуда не рушится, она действует просто на объекты, а вот объекты уже рушатся, падают вниз под ее влиянием. Сравнение, уж если хотите, можно было дождь обрушится, как цунами, как лавина, как водопад. А калька с английского вообще не работает, потому что в русском вам пришлось бы дополнительные слова вставлять с пояснениями. Не дождь обрушится, как гравитация, а дождь обрушится, и это так же естественно, так же несомненно, как гравитация. У нас в русском языке есть свои выражения на тему уверенности. Например, «как пить дать». А вот выражение «как гравитация» у нас нет, оно для нас непонятно. На самом деле, даже англоговорящие не все поняли, при чем тут гравитация, что это за метафора такая. И Сэму Хафту, автору песни, пришлось записывать целый ролик на ТикТоке с пояснениями. Рекомендую к просмотру, особенно если вы переводчик. Или если вы просто поклонник Хазбина. Сэм Хафт уделяет внимание и музыкальным аспектам, какой это жанр, что вот тут мелодия начинается высоко и резко вниз. И по тексту он проходится, какие слова из латыни использованы, какие библейские отсылки, в чем общий смысл. И, кстати говоря, слово «неизбежность» там звучит. Но самый нежданчик происходит на последних секундах видео, когда Сэм Хафт все-таки поясняет, почему именно гравитация. Итак, следим за руками. Есть такой бродвейский мюзикл «Wicked» «Злая». Он по мотивам волшебника страны Оз, но только с точки зрения ведьмы. В нем есть один музыкальный номер, где ведьма летает на метле и поет «Defying Gravity». Дословно «бросаю вызов гравитации» или «не подвластна притяжению». А какая же тут связь, спросите вы? Дело в том, что актриса, ее зовут Джессика Воск, которая озвучивает Люд в Хазбине и песни за нее поет, в какой-то период исполняла роль той самой ведьмы в мюзикле и, соответственно, пела «Defying Gravity». Короче, упоминание гравитации в хазбинской песне получается то ли дань уважения актрисе, мол, мы помним, что ты выступала на Бродвее, то ли это пасхалка для самых преданных фанатов. Сэм Хафт в ролике сам признается, что это он с названием просто так прикольнулся. С этими новыми знаниями мы возвращаемся к вопросу, нужно ли сохранять гравитацию в переводе. Вот лично я после прослушивания этого ролика только еще больше утвердилась в мысли, что нет, это бессмысленно. Ведь кому будет понятна эта отсылка? Во-первых, насколько пересекаются аудитории русскоязычных зрителей Хазбина и русскоязычных любителей мюзиклов. Проще говоря, много ли зрителей Хазбина знает про мюзикл «Злая». Во-вторых, Джессика Воск не является актрисой основного состава того мюзикла. Да, она в какой-то период, может быть, сезон, может быть, один спектакль, какой-то спецвыпуск, играла эту ведьму. Какова вероятность, что зрители наши наткнулись на версию именно с ее участием? Кроме того, в каком формате наши зрители смотрели мюзикл? Явно как-то неофициально. Были ли там, например, фанатские субтитры? Если да, то как именно передали там фразу про гравитацию? Может быть, ее и не было вообще. Может быть, в нашем переводе ведьма взлетала выше крыши или летела к звездам. И главный аргумент, на фоне которого уже меркнут все предыдущие. Мы делаем кавер. Мы сохраняем звучание оригинальной мелодии. Мы как-то по мере возможности передаем смысл, то есть переводим текст с английского на русский. Но актриса-то тут при чем, если от ее голоса в кавере ничего не останется, петь будет другой человек? Если следовать логике оригинала, логике Сэма Хафта,
то Триша должна была свой текст подстраивать под исполнительницу, под Асю Шепри. Например, она должна была сослаться на какую-нибудь из более ранних работ Аси. Ну а я сочиняла свой перевод с расчетом, что его споет Джеки О. Значит, как я должна была поступить, какую пасхалку-то вставлять? Ну, у Джеки есть авторская песня по мотивам Silent Hill, она называется «До встречи». Значит, по логике, я должна была адаптировать припев как «Мы встретимся». Ладно, шутки шутками. Расскажу, как я на самом деле адаптировала ключевую фразу песни. Начнем с того, что на тот момент, когда я работала над переводом, этого ролика от Сэма Хафта еще не было, он появился позже. Поэтому про пасхалку, про связь с мюзиклом я, естественно, не догадывалась. Но изменилось бы что-то, если бы я знала про эту отсылку. Ответ – нет. Аргументы, как говорится, смотри выше. Итак, как же я работала над адаптацией? В Excel. Вообще я все переводы оформляю в Excel, это удобно. Там даже можно с помощью формул размножать строки припева, повторяющиеся. Итак, в Excel я организовала 3 колонки, 3 группы синонимов. В первый столбец пошли слова и выражения на тему уверенности, решительности, непоколебимости, неотвратимости, неизбежности, то, о чем говорил Сэм Хафт в своих пояснениях. Напоминаю, я на тот момент его ролика еще не видела, его еще не существовало, но я чисто интуитивно понимала, что нужно двигаться в эту сторону. В этом списке среди прочих оказались, например, такие слова: «Воистину», «естественно», «не дрогну я», «сомнений нет», «пощады нет», «безжалостно». И где-то на этом этапе я дошла уже до финального варианта, который в итоге попал в кавер Джеки О. Он звучит так: «без жалости». Второй столбец получился относительно коротким. Я пыталась там что-то придумать на тему справедливости, возмездия, око за око, отплачу той же монетой, все то, что красной нитью через всю песню проходит. Там было, например, так, само слово «возмездие», да, укладывается в ритм. Или «гнев праведный, закон един, заслуженно, мой гнев узри, по-божески». А в третье подмножество я собирала слова, которые хоть как-то связаны с природой или с физикой. Про тяжесть, резкость, скорость, внезапность, обрушение и все такое. Как молния, как снег с горы, крушение, авария, всей тяжестью обрушится, потянет вниз, разверзнется, разительно, стремительно. Мне, конечно, дали совет, что можно было это залить в шортсы, но я, как обычно, наступаю на те же грабли. И решил все это сразу вставить одним файлом в программе. Но что было дальше, вы сами знаете по постам телеграм-канала. После того, как проанализировали песню и перевод, следующая часть ролика была посвящена Вайну, или, проще говоря, пародии на комментарии из ТикТока. Как вы, наверное, поняли, я очень люблю вайны со скетчами, и 2026 год я решил посвятить некоторым роликам пародий на тех или иных персонажей. С одной стороны, хочется чем-то разбавить веселым, но с другой стороны, это же разбор, причем довольно серьезный и образовательный, потому что половина ролика посвящена анализу перевода. Ну и там же немножко английский можно подучить. По итогу финального осмотра при монтаже я принял решение вырезать, потому что тогда бы зрители не совсем поняли. А теперь прошу лицезреть вам пародии на комментарии из ТикТока. А вы спрашивали у разрешения Вивиен для перевода? Так перевод же не ее, а собственный. Ты спрашивала разрешение у Вивиен на перевод? А Хазбин давал вам разрешение на перевод песни? Ты просто перевела. Авторские права покажешь, тогда и поговорим.
Как вам, народ? Пишите, хотели бы вы по таким образом сериал наподобие Батька Официал или Олежа Обухова. Уж очень хочется снять на эту тему свой сериал и попрактиковать свои навыки с чтения Михаила Александровича Чехова. А теперь небольшой десерт. По рекомендациям Ютуба Триша заметила таки мой данный видеоролик и написала. Разумеется, она рассказала, почему она не освещала эту тему у себя и чем же закончилась эта история. Это, конечно, очень неожиданно и приятно. Спасибо за освещение данной темы. Сама я ее у себя на канале поднимать не стала, так как абсолютно не было ресурсов в новогодние праздники. Если что, рассказываю финал всей истории. Со мной связалась вокалистка из белорусского театра, которая пела эту песню. Принесла извинения от себя, организации и, в кавычках, автора переделки. И спросила, как мы можем урегулировать эту ситуацию. Понятное дело, что летом они играть новогодний спектакль не будут, но на следующий Новый год пусть полностью переделывают Gravity под себя заново, без использования материалов других переводчиков. Если же окажется, что они ничего за год не переделали, то тогда уже мне придется во всех своих соцсетях про это рассказать. Очень, конечно, хочется верить в то, что они переделают, но, как гласит закон интернета, никому не доверяй в интернете. А сейчас вы увидите неожиданный поворот. Один мой коллега под ником ютуба Занкросс имеет обратное мнение касаемо воровства переводов. Мы с ним об этом обговаривали в телеграм-канале на стриме, теперь пришло время вставить его туда на моем видео. Чё думаете, все только одного мнения? Нет, конечно, я как настоящий либерал даю высказаться каждому об этой ситуации. Уважаемый Занкросс, что ты думаешь о той ситуации, когда своровали перевод Триши? Ну что я думаю? Ну, это та ситуация, когда вроде как бы хочется дико возмущаться, что вот мой труд своровали, но это все-таки тот момент, когда сколько ты бы ни злись, а все-таки скоммуниздили, даже если это было воровство, все-таки они сделали это умело. То есть, по сути, да, они взяли часть текста и просто переначали ее немножко под себя. И тут, по сути, уже реально сложно доказать касаемо того, а было ли это воровство. Потому что парочку переделок слов и даже дата опубликованного контента, в данном случае кавера Триши, как бы тоже далеко не всегда будет 100% говорить, что тут было воровство. Да и, честно говоря, на самом деле ситуация меня немножко удивляет тем, что люди, получается, из-за того, что они... скажем так, не могут решить этот вопрос как-то более мирно или как-то относиться более к вещам по-простому, потому что, видите ли, скорее всего, далеко много, скажем так, ситуаций не могут понимать, просто начинают уже в итоге злиться, а все потому, что, понятное дело, труд-то он бесплатный, то есть весь кавер, даже проделанный Триши, вот даже вот если брать ее вот оригинал работы непосредственно, то, по сути, он же был опубликован бесплатно для бесплатного просмотра, то есть, условно говоря, он был для народа. И, понятное дело, условно говоря, YouTube не ограничивает функциями непосредственно как-то пользоваться этим контентом как хочешь. Дело в том, что, по сути, воровством это было по-настоящему, если бы, условно говоря, тот же YouTube, на котором Триша публиковала свой контент, хотя бы ее идентифицировал, ее работу, как действительно оригинальную, что это типа действительно ее оригинально проделанный труд, но, видите ли, с нами YouTube не хочет работать, а как бы прочие указанные ссылки, они далеко как бы не всегда могут носить какую-то некого юридического аргумента, потому что по сути Триша сама взяла, вдохновившись оригиналом, просто тупо, так сказать, скоммуниздила, пускай, конечно, в творческих целях для народа песню и просто спела ее на русском, то есть, по сути, тут даже можно было бы и тогда уж, если притягивать эту ситуацию за уши, то какова вероятность того, что в данном ситуации уже в рамках уже действительно широкого масштаба Триша не своровала песню? Да, она, конечно, указывает ссылки, она указывает непосредственно упоминания, и по сути это, конечно, с ее точки зрения, это, конечно, добросовестное отношение, то есть Триша понимает, что она делает, и в данном случае это действительно довольно-таки уважаемо.
Но сама ситуация тут просто, как я считаю, тут сколько действительно злись, не злись, это просто без толку. Потому что, по сути, очень сложно идентифицировать работу Триши как что-то оригинальное, что, видите ли, это ее проделанный труд, и то, что ее своровали там песню, ее перевод. Это очень глупо, и это просто тупо невозможно. Во всяком случае, нужно просто понимать, как сейчас происходит взаимодействие непосредственно в интернете. Просто, к сожалению, как бы юридически, как бы ее труд, так сказать, ну, действительно, бумажками, он не закреплен. И, следовательно, очень тяжело как-то действительно, если уж там ситуация дошла бы до действительно какого-то жесткого фарса, то Триша бы вряд ли бы смогла бы предъявить действительно какие-то, скорее всего, мощные аргументы. Ну, да, может быть, в качестве аргумента были бы там задействованы, что вот там дата публикации ее там кавера Gravity было опубликовано тогда-то, а концерт был выпущен то-то, то-то. Но тут просто, понимаете, тут уже надо уже эту ситуацию рассматривать непосредственно в деталях. То есть, по сути, Триша, получается, хочет, скажем так, предъявить претензию, что ее украли непосредственно перевод. Но, опять же, ну что такое, по сути, перевод? Это просто набор текста. Да, переведенного, да, опять же, вложено, конечно, трудом, но, извините, люди могут тоже воспользоваться Яндекс.Переводчиком или, условно говоря, там, Гуглом, но, извините, как бы компания за это не запрашивает, как говорится, денежек за использование, так или иначе, помощи в перевода. Не, конечно, вложено, конечно, самим труд. Я, конечно, понимаю, что есть люди, которые вкладывают непосредственно силы в каверы самостоятельно, и это на самом деле похвально. Но тут, опять же, как я говорю, тут уже вопрос в деталях. То есть, по сути, человечек хочет в данном случае Триша предъявить непосредственно вот как я понимаю, с использованием текста. Но, опять же, я считаю, что в данной ситуации это уже просто глупо. Ну, да, я понимаю, обидно. Да, там есть очень много ряд совпадений. Но, к сожалению, наш юридический мир, или как угодно его называйте, он, к сожалению, одновременно вроде как бы и просто построен, и как бы в нем всегда есть какие-то обманные пути. И по сути, тут очень сложно что-либо было бы предъявить на самом-то деле. Поэтому, не знаю, просто, по сути, реально человечек хочет просто, скажем так сказать, что ей написанный текст вложенный просто был, вот ей сел непосредственно. Хотя, опять же, там просто есть ряд совпадений, да и тем более присвоить какие-то слова, которые, извините, могут очень во многих песнях и во многих текстах упоминаться и повторяться, но, извините, это все равно, что присвоить часть того или иного языка, который человек использует. Но, извините, наш, к сожалению, мир построен таким образом, что студент для написания работы будет заимствовать непосредственно чужие работы, и ему за это ничего не будет. Да, конечно, понятное дело, что, может быть, если бы все бы кандидаты докторских наук бы знали, сколько студентов юзают их работы, может быть, они бы и устроили непосредственно вот эту шизу, что вот у нас воруют работы. Но с другой-то стороны, типа, извините, как ты, условно говоря, докажешь? Ну, тем более, в случае, в написании, там, допустим, работы, диссертации и прочее, здесь действительно очень сложная ситуация. У студентов нет опыта, и они не могут предъявить какие-то свои оригинальные работы. А с учетом того, что им приходится ограничиваться очень нереальными сроками для сдачи работы, естественно, им приходится заимствовать чужие работы непосредственно. И, конечно, приходится, ну, да, в какой-то степени прибегать к воровству, но, опять же, в адекватном мире ни один бы нормально доктор наук бы не ставил бы, условно говоря, предъявлять студенту, что он заимствует его работу. Ну, во-первых, по крайней мере, это невозможно. Все, по крайней мере, вот, кстати, в данном случае, все работы непосредственно диссертация, они действительно защищены, потому что они все заносятся в базу, где, естественно, носится автор непосредственно данной работы. Но, опять же, даже если вот так, опять же, еще копнуться дальше, какая вероятность того, что сами вот эти люди, которые писали диссертацию, непосредственно сами не заимствовали другие источники, чтобы написать свою очень оригинальную типа работу.
И это, по сути, действительно, если вот так вот притягивать ситуацию за уши, то просто ситуация просто выйдет настолько абсурдной, и просто лично для меня это будет вывод как того, что человечек сделал труд, и он просто не знает, как это монетизировать, и пытается тогда таким случаем просто, так сказать, агрессивно отстоять, ну ладно, может быть даже не агрессивно, а пассивно-агрессивно отстоять свои наработки, что, видите ли, они его. Хотя, мне кажется, к такой ситуации надо смотреть проще, хотя бы потому, что если для концерта использовался и непосредственно ее перевод, то следовательно, при постановке этого выступления ничего лучше не нашлось. А следовательно, для непосредственно заимствования и для поставки вот непосредственно спектакля, концерта, я не помню там, что было конкретно, все-таки я считаю, что вот в какой-то степени Тришу работу признали лучше. Но, опять же, не все же авторы выходят на связь, они же все заняты, я же тоже не все имею доступ ко всем авторам, потому что, извините, к сожалению, все заняты. Либо, опять же, наши сообщения воспринимают как спам. Это абсолютно нормально. А для концертов, в которые стоит там непосредственно какой-нибудь чиновник или директор театра, который там ставит нереальные сроки тоже для поставления там спектакля, его там тоже не будет волновать, типа там ждать ответа и так далее. А уж тем более, если все дойдет до бюрократичных моментов, а именно там использование денежку за переводы, это немножко усложнит и удлинит работу, а им это не надо, потому что даже любой бизнес, даже непосредственно театральный, построен таким образом, что нужно делать дешево, быстро и прибыльнее. Вот и пожалуйста. Ну и второй вопрос. Почему ты не согласен с позицией, что нужно защищать авторский перевод? Наверное, в данной ситуации я считаю, что ситуация пока что выполнена более чем адекватно. То есть, с одной стороны, Триша адекватно отреагировала, и я считаю, что ее позиция отчасти, конечно, более чем адекватная. Я прекрасно понимаю, что, опять же, хочется, чтобы все-таки труд как-то хотя бы восполнялся или хотя бы заранее договаривались, но опять же, как я обсудил выше, к сожалению, все-таки была вероятность того, что люди просто не знали, возможно, как дойти до контактов непосредственно Триши, а если бы даже и дошли, то какая вероятность того, чтобы в назначенные сроки они бы получили бы нормальный ответ. И, конечно, в данной ситуации тут я не хочу, конечно, осуждать работников театра, потому что, извините, когда ты, условно говоря, знаешь, как работает бизнес, и, к сожалению, извините за тавтологию, нету нормальных альтернатив, потому что начальнику нужен результат, то, с другой стороны, тут и театр не надо осуждать, где был непосредственно поставлен этот новогодний спектакль, потому что, опять же, у них все-таки наверняка стояла абсолютно адекватная задача для любого бизнеса, непосредственно достичь результативности, а, как я и сказал, это нужно достигать быстрее, дешево и, естественно, прибыльнее. Поэтому, но при этом поступок Триши, я, наверное, скажу, что он абсолютно адекватный. То есть это нормально. Я, честно говоря, не вижу в этом агрессию. По крайней мере, я на это надеюсь. Но при этом все-таки я согласен. Да, нужно, конечно, авторов стараться, конечно, уведомлять. И это в том числе относится ко всем, конечно, моментам. Ну или хотя бы оставлять действительно какое-то упоминание. Но, опять же, спектакль — это немножко сложная ситуация. Это тебе не соцсеть, где оставишь упоминание автору, чтобы он там, условно говоря, не ворчал за то, что там, условно говоря, заимствует какие-то его непосредственно работы. Но, опять же, я считаю, что Трише все равно не надо дальше, условно говоря, раскручивать или уж тем более накаливать эту ситуацию, потому что, по сути, опять же, в любой ситуации, конечно, можно было бы всегда как бы нормально договориться, да и тем более как бы это все-таки немножко, скажем так, сложная ситуация, потому что на тему авторских прав можно вообще долго разговаривать, кто здесь прав, а кто нет, но при этом я все-таки похвалю, наверное, и сотрудников театра, то, что они тоже все-таки не оставили Тришу без ответа, и все-таки тоже на это адекватно отреагировали, и даже в какой-то степени также адекватно извинились. Но при этом, опять же, я все равно считаю, что не надо было вообще к этой ситуации как-то, условно говоря, приковывать слишком большого внимания. Типа позаимствовали, значит, твой труд признали гораздо лучше, чем среди конкурентов. Поэтому
Я считаю, это, конечно, надо наоборот даже относиться к этому к тому, что Трикши должно быть даже достаточно респектабельно, что вот ее работу, условно говоря, среди для постановки спектакля ее перевод признали гораздо лучше, нежели вот среди других. А ведь все-таки вы не забывайте, что на Gravity сделали очень много действительно других талантливых переводчиков, каверщиков, и, ну, видите, в данном ситуации Триша, вот, получается, оказалась лучше в плане перевода. Так что будем надеяться, что, опять же, в подобных ситуациях не будут повторяться, и, наверное, конечно, да. Если есть возможность... Я вообще, наверное, сказал. Вот даже вообще любым деятелям любого творчества, который так или иначе заимствует где-то источники, референсы и так далее, при возможности оставляйте упоминания или прикладывайте картинку, что так и так было позаимствовано и так далее. То есть, по крайней мере, человечек не должен будет остаться в обиде, и я думаю, что такие ситуации вполне решимы для непосредственно для адекватных результатов. Что же, вот такое вот мнение у этого человека. Большое спасибо, что высказался. Ну а ваш ответ, зрители, я буду ждать в комментариях. Что вы думаете по этому поводу? А на этом у меня все. Огромное спасибо всем за просмотр. С вас, как обычно, лайк, подписка на наши каналы и соцсети. Делитесь этим видео с друзьями и не забываем оставлять комментарии под этим видео. Всем пока и помни, делай что любишь, люби что делаешь. И не забудь подписаться на наш Бусти, там мы периодически проводим стримы, записываем озвучки к будущим роликам, пишем сценарий, монтируем ролики, саунд-дизайним, все будет. Обязательно подписывайтесь и поддержите нас маленькой копейкой, так же как и в Donation Alerts. Ссылку я оставил в описании. Всем пока!